первых двух сериях мы отправляемся в путешествие по России в сторону Кавказа. Преодолевая тяготы первого дня и любуясь пейзажами среднерусской возвышенности, добираемся до Тамбова. Осматриваем свадебное царство, усадьбу Осеевых, реку Цна и Тамбовский Арбат с пышногрудой казначейшей. После обеда мчимся в жаркий Волгоград, куда прибываем уже за полночь, определив первые дни поездки как путешествие на износ. А вот что будет в этой серии. Трансгендер. Ну, конечно, наш видеоблогинг совсем не такой, как в предыдущие времена. Это моя дочь. Ну, понятно, город был отстроен практически заново. А рядом видим руины. А вот и сама Волга. Ты зарядилась патриотизмом? Но мы же на этом не заканчиваем. И везде написано «Музей и Сталина». И с этого ракурса действительно это выглядит очень величественно. Приятный такой момент. Надо поставить очередной бетонный памятник. Я сегодня просто бомбический оратор. Хорошая тренировочка. Отлично. Давно мы не были у буддистов. Ну, в общем, вот. Добрым утром, друзья! Наступил новый день. Мы в городе Волгоград. Как вы только что видели, на улице 31 градус, жарень вообще. Мы такой жарень давно не чувствовали. Вот у нас тут какие-то непонятные происходили дела. Какие-то тут животные разбросаны. В общем, суть в том, что я сегодня с утра уже работал. Встали мы в 9 по местному волгоградскому времени. Сейчас у нас быстрый завтрак и вещи таскать опять в машину с 5-го этажа. Мы находимся на 5-м этаже. И когда я вчера таскал, ну я уже, по-моему, говорил, что это тренировка у меня перед походами. Таскаем вещи вниз, собираемся и едем. У нас сегодня одна есть всего лишь цель в Волгограде, которая изначально была запланирована и которую мы обязательно должны увидеть. И после этого мы будем дальше продвигаться на юг. Ну тут и жаришка, Вот, у нас тут вечный бунтарь, которому все не так. Ну, видимо, не так, это потому что мало сна и жарко. Так, ну, конечно, наш видеоблогинг совсем не такой, как в предыдущие времена. Вот, ну, в общем, да, я не могу погрузиться полностью с Андреем, разделить его. Так, работу сейчас. Короче, я все поняла. Нет никаких женских ПМС и климакса, это у них все с рождения. У нас, точнее. Да, ты секреты-то не выдавай. Трансгендер ты мой любимый. Чувствую, сегодня мы опять в полночь приедем. Хотя это страшно говорить, потому что если я говорю, мы приедем в полночь, значит приедем в 2. Скажи, что мы приедем хотя бы в 9. Хотя бы в 9 мы приедем. В общем, все, что вы видели до этого, оказалось записано без звука. Это особенности использования новых микрофонов, которые постоянно нужно включать, иначе ничего не записывается. И, в принципе, все так и случилось, как и предполагалось. В какой-то момент я забыл все подключить правильно, и звук не был записан. Но не страшно. Вот в таком дворике мы жили, в таком доме. Прямо в этом доме находится детский сад. Сейчас он, правда, не работает. А голоса, которые вы слышите, это моя дочь. Хотела поиграть на площадке, но она закрыта. Ты нас услышал? Конечно. Там есть открытые. Там страшные дяди сидят. Вот эти? Ну, в общем, вот он наш дом. Прекрасный был дом. Не знаю, какого года постройки, наверное, старый. Это самый центр. В центре здесь ничего нету. Там уже вот в ту сторону набережная Волги и сама Волга, собственно говоря. В общем, нам в целом более-менее понравилось. Квартира оставила немножко неоднозначное впечатление, немножко грязновато, она повидавшая виды, чуть-чуть потрепанная, но провести ночь совершенно спокойно можно. И мы отправляемся туда и запланировали. Самое известное и популярное место города Волгоград. Поехали!
Наконец-то мы выехали, но не успев доехать до нашей главной цели в Волгограде, остановились у еще одной знаковой точки города, расположенной прямо на нашем пути. Ну что ж, наша первая точка – это музей «Панорама. Сталинградская битва». Находится буквально в километре от нашего дома, где мы сегодня ночевали. Это уже современное строение, а рядом видим руины. Сохранили их в том виде, как они остались со времен Великой Отечественной войны. Очень хорошая погода, очень жаркая, голубое небо, яркое солнце, широкие проспекты. Ну, понятно, город был отстроен практически заново. А это современный музей. Собственно, это и есть музей «Панорама. Сталинградская битва». Но из-за всем известных событий этого года он закрыт. Здесь выставлены артиллерийские орудия. Конечно же, большая радость для детей. Интересно, что до сегодняшнего дня не было издано ни единого официального документа о присвоении Волгограду звания города-героя. Хотя, конечно же, по факту он таковым является. И как городу-герою в 1965 году Волгограду была вручена медаль «Золотая звезда», о чем свидетельствует установленный здесь же обелиск. А главный объект, вокруг которого возник музей, это руины мельницы Гергарта, сохранившиеся практически в неизменном виде с 1943 года, как символ и память о Сталинградской битве. Здание действительно является настоящей мельницей, только не привычной нам деревянной с лопастями, а промышленной паровой. Была построена в 1900 году семьей предпринимателей Гергартов. После пожара восстановлена в 1908 году, став уже пищевым перерабатывающим комплексом. В советское время была национализирована. В сентябре 1942 года в здании мельницы занял оборону батальон советских войск, где находился в полуокружении 58 дней, став стратегическим пунктом обороны. Вся мельница иссечена следами пуль, авиабомб и снарядов всех видов артиллерии. Они хорошо видны и сегодня. Внутри обрушены балки, выбиты сотни кубометров кирпичной кладки. Не быть разрушенным до основания, зданию помогла повышенная прочность и виброустойчивость конструкций, предусмотренная изначально при строительстве для работы промышленного оборудования мельницы. В январе 1943-го фронт сдвинулся в сторону от Волги, и бои в районе мельницы прекратились. Пишут, что до 80-х годов внутрь здания допускались экскурсии. Сейчас же туда попасть невозможно. Рядом с этим монументом размещена табличка. Я, например, отсюда не могу прочесть, что там написано. Отдельные буквы, цифры распознаю. В общем, непонятно, как это читать, для кого это рассчитано. Для очень, видимо, дальнозорких. Хорошо, что у меня есть зум, и вы можете все прочитать. Но еще отсюда открываются прекрасные виды на Волгу. Обратите внимание, что на том берегу отличные широченные песочные пляжи. Фух, вы знаете, такая жара, что здесь так приятно находиться вот в этом месте. Падает тенек, солнца нету, дует ветерок прохладный. И вот такой вот здесь паровоз, тепловоз. Да, это действительно паровоз, построенный в 1935 году и реально эксплуатировавшийся во время войны, в частности на Сталинградской железной дороге. Стал частью стилизованного поезда, установленного в качестве памятника воинский эшелон в 2009. Сейчас в состав поезда помимо паровоза входит санитарный вагон, крытый вагон-теплушка и вагон-цистерна для перевозки нефти. Все они также действовали во время войны и были отреставрированы. Мемориал посвящен железнодорожникам и военным строителям, обеспечившим бесперебойное снабжение фронта военными грузами в период Сталинградской битвы. Интересно, вот это тоже сохранилось со времен войны? Напишите в комментариях, кто знает. Красиво, монументально, бетонно.
Вот как выглядит этот комплекс со стороны Волги. А вот и сама Волга. Я думаю, не самая широкая. Наверняка есть города, где она существенно шире. По-моему, когда мы проезжали на поезде, как-то ехал я из Алматы и проезжал то ли Самару, то ли Саратов. Наверное, Саратов. И вот там мы через Волгу очень долго на поезде ехали. Среди Волги вот такие вот огромные, широкие песчаные отмели. Если есть собственный водный транспорт, туда можно приплыть и загорать. Еще один ракурс. Самолет. Ну а мне пора идти искать своих. И вдруг неожиданно я их здесь же и нашел, своих. Долгожданная встреча на Волге. Было интересно, мы встретимся или нет? Вау! Ну что, Полина, как? Ой, очень нравится. Ты зарядилась патриотизмом? Он даже на вагон залазит. А на самолете летала? Летала. А по Волге плавала? Вот идем. А напротив музея расположен дом Павлова, который часто путают с Мельницей. Этот дом тоже держал героическую оборону, сильно пострадал, но был полностью восстановлен. В 1985 году на торцевой стене дома была открыта мемориальная стена-памятник, которую вы сейчас и видите. Ну а пока мы едем, пара фактов о Волгограде. Город был основан в 1589 году, до 1925 назывался Царицын, затем стал Сталинградом и с 1961 года получил нынешнее название. Помимо Сталинградской битвы подвергся значительным разрушениям во время Гражданской войны. Сегодня является городом-миллионником, но на грани, так как уже 3 десятилетия население почти все время убывает. Оставаться в миллионерах помогло включение в 2010 году в городскую черту всех пригородных поселков и сельских населенных пунктов. Однако с 2013-го численность населения вновь неуклонно снижается. К сожалению, Волгоград считается самым бедным из городов-миллионеров России и имеет самую слабую экономику. Волгоградские проспекты, холмы возвышенности. И вот она, Родина-мать зовет. Монумент на Мамаевом кургане. Мы с вами сейчас отправимся именно сюда. Это главный объект, который мы, конечно же, должны посетить в городе-герое Волгоград. Мне кажется, Полина ненавидит весь мир. Она бессильна так. В общем, побегав по музею панорамы «Сталинградская битва», Полина вымоталась и уснула, как только ее посадили, через 2 минуты буквально. Но мы же на этом не заканчиваем. Мы приехали на Мамаев курган, и вот она, самая знаменитая военная скульптура города Волгоград. Родина-мать зовет. Но раз она зовет, то мы к ней идем. И чтобы обеспечить Полине относительно нормальные условия, она будет спать в рюкзаке. Ну все, поднимаемся остаток пути. Машин очень много. Насчет людей, ну тоже, конечно, много. Но пока нет ощущения какого-то совсем, как бы это правильно сказать, адовой тучи людей. Нет, такого нету. И даже, в принципе, здесь места есть. Мы доехали почти до конца и достаточно спокойно встали. И даже здесь вот еще можно увидеть, что еще здесь есть места. А еще, мне кажется, наш рюкзак вызывает интерес, иногда даже в некоторых случаях, возможно, зависть. Очень удобно. Особенно прекрасно. Особенно, что ты собиралась брать зонтик. Я взяла. Какой наезд на мать. Да. В тени очень хорошо. Но мы не имеем возможности здесь задерживаться. Тут какой-то КЦ Сталинград, культурный центр или что это. И везде написано «Музей и Сталина». Да? Да. Мамаев курган – это естественная возвышенность.
внушительно тогда. Да. И, как бы это сказать, на фоне голубого неба как-то Да, красиво. красиво. Красиво, да. Такие вот эти вот развивающиеся полы, одежды. Ваня вдруг проснулся фотограф. Конечно, мне освободили руки, голову. Было сказано, что для того, чтобы подняться к родине матери, которая зовет, нужно пройти 200 ступеней наверх. Ну, в общем, смысл в том, что 200 ступеней, на самом деле, это вообще ерунда. Потому что, смотрите, в пятиэтажке 10 ступенек в каждом пролете. И чтобы дойти до 5-го этажа к пятиэтажке, ну, каждый этаж, ну, пусть грубо, там, по 2 пролета. Может, я неправильно там считаю, надо. Вот, но в любом случае это уже 20 ступеней, да, и 200 ступенек, это просто 10 этажей. Это несложно. Все, что мы знали про Мамаев-Курган на момент приезда в Волгоград, это лишь то, что есть такой мемориал и что здесь находится знаменитая скульптура «Родина-мать зовет», одна из самых высоких статуй мира. И больше, по сути, не знали ничего. Еще Аня где-то вычитала про то, что здесь происходит регулярная смена караула у Вечного огня. Мы не подгадывали специально посмотреть ее, но по воле случая увидели прошедших мимо нас маршем солдат и, бросив осмотр, побежали за ними, предполагая, что сейчас смена караула как раз состоится. Смена караула происходит каждый час с 9 до 17 зимой и с 9 до 19 летом. Вечный огонь находится в зале воинской славы. Почетный караул заходит через основной вход, расположенный в нижней части зала. К назначенному времени здесь собирается уже немало зрителей вроде нас, причем часть из них также оказывается тут случайно, и многие остаются понаблюдать за церемонией. Пройдя через сумеречный входной туннель, караул выходит в основной зал диаметром 42 метра, где и происходит смена часовых. Зал воинской славы, называемый также пантеоном героев, является частью ансамбля, мемориала и памятником тем, кто погиб на поле боя, не дожив до победы. По периметру зала расположены траурные знамена из мозаики, на которых перечислены имена 7200 погибших в Сталинградской битве. И это лишь малая часть от нескольких сотен тысяч жертв сражения. А по всей окружности под потолком находится надпись: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной Матерью Родиной». В центре зала белая рука, держащая факел вечного огня. Она символизирует жизнь и появляется словно из-под земли, передавая огонь будущим поколениям. После смены часовых почетный караул уходит не тем же путем, как пришел, а медленно, оттачивая каждый шаг, поднимается на верхний уровень зала, где находится выход или второй вход. Посетители могут заходить откуда угодно и перемещаться в любом направлении. Мы также посмотрели на зал и с верхней площадки. Церемония красивая и атмосферная. Проходит под музыку грезы Шумана, вызывая чувство торжественной скорби, если можно так сказать. Если будете на Кургане, обязательно постарайтесь увидеть, мы рекомендуем. Вот мать и вот мать. Две матери. Железный ветер бил им в лицо. Они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертные ли они? Официальное название мемориала – Героям Сталинградской битвы. Мамаев-Курган – это лишь географическое название возвышенности, где он был сооружен. Строительство ансамбля продолжалось с 1959 по 1967 год под руководством скульптора Вучетича. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мемориал занимает большое пространство. На его территории находится площадь стоявших насмерть с монументом «Ни шагу назад», стены руины, символизирующие разрушенный почти до основания город, площадь скорби с монументом «Скорбящая мать», площадь героев с водоемом, символизирующим Волгу, храм всех святых, воинское мемориальное кладбище и еще несколько объектов. Рядом с мемориалом находится Волгоград-арена, хорошо видная с высоты кургана.
Ну, а главный объект комплекса – это, конечно же, монумент «Родина-мать зовет». Статуя представляет собой аллегорический образ Родины, зовущий своих сыновей на битву с врагом. До 2018 года являлась самой высокой нерелигиозной статуей в мире. Ее общая высота составляет 85 метров. Скульптура является частью триптиха, также состоящего из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в Берлинском Трептов-парке, в котором мы побывали в одном из наших европутешествий. В 2019 году была начата масштабная реставрация памятника, которая была завершена в мае 2020 к 75-й годовщине Победы. Очень красиво. Ну, что я могу сказать? Я так понимаю, что мы за счет того, что побежали за сменой караула, мы прошли практически всю основную территорию мемориала. Место очень красивое. Это однозначно. Вот, например, этот небольшой водоем сверху вообще смотрится очень красиво. И как-то все вместе, вот весь этот стиль, дизайн, я не знаю, как сказать, проект сделан здорово. Наверное, это действительно один из лучших мемориальных комплексов, посвященных войне, которые я в своей жизни видел. Вот за мной все выше Родина-мать. И с этого ракурса действительно это выглядит очень величественно. У меня изначально было достаточно, не то чтобы скептическое мнение, нет, конечно же. Я думал, что здесь самая главная доминанта – это, собственно, Родина-мать, что она будет великой, большой статуей. Но что все вместе в комплексе это настолько хорошо выглядит, я этого не ожидал. И это для меня приятный такой момент, приятное удивление, положительное. В общем, не так давно сюда приезжали все высокопоставленные лица в этот мемориальный комплекс, и был какой-то ночной концерт. Вот, это было уже во времена пандемии, я не помню, к чему он был приурочен, но не к 9 мая, к чему-то другому. Вот, и тогда у меня прям мурашки по коже прошли, тем более тут песни были такие вот, ну, грустные, военные, патриотичные. Вот, и вообще здесь, конечно, красиво, прям величественно и как-то не угнетает, да? Ну, как-то Нет, да, то есть нет, тяжести какой-то нет. И вот видно, что это сделано с душой как-то, что ли, да? То есть вот не просто потому, что надо поставить очередной бетонный памятник, а как-то вот с душой, да. Сегодня косноязычный. Я сегодня просто бомбический оратор. Мне кажется, еще особое очарование в этой водичке. Я не знаю, она вот добавляет сюда. Здорово, я говорил, что там сверху, когда смотришь, вообще очень классно вот выглядит. А здесь, оказывается, братская могила. Нам сообщают, что здесь захоронено 34,5 тысячи человек. А мы отправляемся в подъем. Очередная хайкинг-тренировка. Нам предстоит пройти вот это вот все. Вот это все. Уф. Хорошая тренировочка. Отлично. Ну все, мы добрались. Поднялись к родине матери, она нас все-таки дозвалась. Не знаю, как довольна ли Полина, но она вела себя очень хорошо и тихо, и спокойно. Здесь дует очень сильный ветер. Город почти как на ладони. На этом мы заканчиваем с Мамаевым курганом. Сейчас попробуем где-нибудь перекусить и вперед в Калмыкию. Давно мы не были у буддистов, а точнее никогда. Давайте восполним этот пробел. А теперь все, место отличное, очень рекомендуем, особенно Полину. Пока. На этом наша программа изучения Волгограда завершается. Наверняка при более подробном изучении города можно было бы посмотреть и другие достопримечательности, но мы сосредоточились на военных мемориалах, так как, безусловно,
Волгоград в первую очередь ассоциируется с героической Сталинградской битвой. А остальное мы посмотрим как-нибудь в другой раз. Называется «Из жизни отдыхающих». Кто скажет нет, ментос? Мы в кафе «Коржик». Он находится при чешской пивоварне «Золотая Прага». Ну, в общем, здесь уже такие московские цены, я бы сказал. Совсем не дешево, но нормально. Мы нашли чем порадовать себя. У нас еще пока ничего нету, нам только принесут. И после этого мы заканчиваем с Волгоградом. К сожалению, мы никаких не центральных площадей, ничего не увидели. Но самый главный объект, который у нас, в принципе, здесь единственный был запланирован, мы увидели даже больше, потому что мы еще побывали на музее панорамы Сталинградская БИК-2. Кафе у нас нашла вот эта Аня. Она молодец. Здесь есть детская комната, куда мы, возможно, отправим скоро Полину. Сейчас ее нужно покормить, потому что Полина измотана. Она сегодня не выспалась, вместо 8 часов она спала 6. Днем мы ей спать не даем, она только садится в машину, отрубается, как на тот же тормошин, куда-то несем. Протаскали 1,5 часа по жаре. Очень жарко в городе, очень.